Приветствуем всех! Вы были с нами в Италии, в Болонье? Если еще не успели побывать, ссылочка в описании. Но мы уже не там. Это Świdnica, Польша, Силезия, юго-западная часть Польши. И почему вы думаете, мы здесь? Świdnica славится среди коллекционеров как место, где можно найти, приобрести, купить самое интересное, самое красивое, самое уникальное стекло. И это не удивительно, ведь в Силезии когда-то было много стекольных заводов. И вот сразу стол, повезло, стол с чудесным цветным стеклом и хрусталем. Давайте полюбуемся. О, а это что-то из Австро-Венгрии. Серебро или посеребрение. Мелькнул молочник Зарау. Он тоже родом из Силезии. Вот остатки комплектов. Никого не смущает отсутствие полных комплектов по 6 фужеров, ведь чаще всего покупают даже по одному бокалу, фужеру в коллекцию для себя любимых и пить вино. Вазочка Жозефиненхюте, самого известного стекольного завода в Силезии. Красота! А мы обратили внимание на этот бокал. Малиновый хрусталь с золотой гравировкой. Бокал выделялся из толпы своих собратьев. Стекло, в отличие от фарфора, крайне сложно атрибутировать даже специалистам. Нужны огромные знания. Ведь в отличие от фарфора, на предметах из стекла и хрусталя практически никогда не проставлено клеймо. Но в этом случае на фужере, на дне, на ножке выгравировано имя мастера. Какая неожиданная находка. Это же Федоскина? Сказка о царе Салтане. Белка песенки поет, да орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Вот что чудом-то зовут. Масляные краски, реалистичные изображения – это стиль Федоскина. Обратили внимание, что не только немецкое цветное стекло и хрусталь входят в моду. Много коллекционеров, которые интересуются исключительно польским и чешским стеклом и хрусталем. И стоит оно дорого, особенно авторское. Посмотрите наше видео с чешского аукциона, ссылочка в описании. Там будут все цены. Силезия славится не только стеклом и хрусталем, а, конечно же, фарфором. Вы же помните 3 силезских короля фарфора: Карл Кристер, Карл Тильш и Кёнигсцельд. Ой, знакомые. Вербилки. Здравствуйте. Но кроме 3 королей силезского фарфора, еще легендарные фабрики Зарау, Херман Оме, Парова. Но эти фабрики, к сожалению, давно уже не существуют. Кто узнал на этом столе? Тиловиц, Линднер, Райхенбах, Тиршенройт и, конечно же, Зарау. Кто еще не знает эту марку?
у нас есть фильмик о ней. Ссылочка будет в описании. Самая, пожалуй, известная марка Силезии. За ней охотятся коллекционеры. А вот, кстати, и Зарау. Форма кавалер. Эта форма встречается часто. Давайте посмотрим. У продавца много разнообразных трио от Зарау. И снова кавалер. А декор? Флоренция? Филадельфия? Кто помнит? Это более редкая форма. Да и декор тоже. О, а вот этот декор встречается очень часто. Желтые цветы, форзиция. Да, масс-маркет от Зарау. Может быть. Еще один декор. Очень удобно все расставлено. Пишите, кто еще любит Зарау. Много нас таких любителей? А здесь мы попали на ажиотаж. Из грузовичка практически вышвыривали коробки, и профессиональные продавцы старины, винтажа и антиквариата сразу же искали, выуживали в них самое красивое и забирали. Так что нам еле-еле удалось просочиться сквозь толпу, чтобы хоть что-то посмотреть. И успеть наиграть в фильмик. Вот это вот мы успели посмотреть. Именно что посмотреть. А это для любителей серебра и посеребрения. Здесь, конечно, выбор не такой, как в Болонье, но тоже есть интересные предметы, есть на что посмотреть. Drażec czy nie? Jeżeli to tylko widok. Poda pani tą widzę, podobało się pani. Tylko się zło- Понравилось нам это блюдо большое, майолика, скорее всего, Австро-Венгрия. И вот это тоже Австро-Венгрия, посеребрение. Очень интересные, красивые предметы на этом столе. Полюбуемся. Te krzesła chcę sprzedać w pakiecie niedrogo. Nie? И вот Nic? Już teraz салон-перечница Франция. dobrze. Это удивительная находка. Бисквитница, сочетание металла и фарфора. Посмотрите, какое состояние. Это Англия, это 19 век. Вот как оно могло сохраниться? В идеальном состоянии. Посеребрение. Посмотрите фарфор, в каком состоянии. Стиль. Имари. Контрастное сочетание кобальта и оранжево-красного цвета. Изумительно сохранилась. Вот как? Она же путешествовала еще из Англии на континент. Шеффилд. Посеребрение. To jest ładna, wiesz, inna rzecz tutaj, która przetarta. Роскошная вещь. Вот вам и сведница. Чудеса.
Чудеса продолжаются. Редчайшие предметы, которые сейчас можно найти либо в музеях, либо на аукционах. Чашечка Франция, ручная роспись. А это Карл Тиме под Шапель. Обратите внимание, ручная роспись и очень необычная техника здесь для этой мануфактуры. Вот объемные эмали. И цвет. Какой цвет? Выбеленный Тиффани. Шикарная вещь. А этот четырехлистник с галантными сценами — это художественная мастерская Хелены Вольфсон. Кто еще не знаком с ней? Ссылочка в описании. И тут же рядом, на другом столе, еще одна Хелена Вольфсон. Как так бывает? С клеймом Августус Рекс. Подражание Майсон. Инициалы АР Августус Рекс принадлежат королю Августу III, королю Польши. Кстати, в Королевском замке в Варшаве есть потрясающая коллекция майсонского фарфора. Приглашаем всех полюбоваться Королевским замком и коллекцией майсонского фарфора в нем. Ссылочку на наш фильмик вы найдете в описании. Но даже это еще не все. Ручная роспись, золотое нутро – уникальная вещь. Это чудо вышло из художественной мастерской в Дрездене, художественная мастерская Амброзиуса Ламма. А вот и они. И удивительная роскошная ваза, достойная дворца. Из необычного еще вот такой предмет. Немецкий фарфор Лихте, и ручная роспись выполнена в немецкой художественной мастерской. Мы даже поспорили, для чего это? Для духов? Великовато? Может, для ликера? Может быть. Как думаете? Пишите в комментариях. Но очень-очень симпатичный. Из симпатичного встретились еще такие очаровательные кофейные пары. Рудольф Вехтер. Вторая половина 20 века. Винтаж. Но очень милый. Очарованные, околдованные, вместе с Мерлиночкой приглашаем подписаться, чтобы встретиться на следующей барахолке. Кто знает, куда нас занесет. Пока! Увидимся!